Всем привет! И вы снова на канале Супер Арбалет. Мы находимся в тире Артемис у Максима Кузнецова. И здесь единственный в России лук Hoyt RX7. Я посчитал, что обзор будет неполноценным, если мы не привлечем настоящего хойтофила к данному обзору. Этот карбоновый дьявол сделан специально для охотников. А говорит нам об этом его АТА в 30 дюймов. Этот лук дорогой, этот лук технологичный, но несовершенный. Вот, парень, этот красавчик. Встречайте его. Скорость вылета стрелы, заявленная производителем, 342 FPS. Это более чем достаточно для охоты. АТА в 30 дюймов дает беспрепятственное передвижение по лесу и удобство выстрела в разных положениях. База 6,25 дюйма как раз и позволила достигнуть скорости 342 FPS, но лук стал сильнее реагировать на ошибки стрелка. Вес лука 3,9 фунта, это 1 килограмм 770 грамм. Блин, он реально легкий, для охотника лучше не придумать. И теперь самое главное, по сравнению со старыми хайтами, этот лук может регулироваться без замены модулей и блоков, услышьте это внимательно, от 25 до 30 дюймов. Именно эта модель. Но вы мне резонно скажете: парень, у меня растяжка 31 дюйм. Что ты нам тут впариваешь, а? Для вас есть специально лук Hoyt RX7 Ultra. У него растяжка от 27 до 32 дюймов. И самое главное, ребят, все, просто поворачивайте модуль, болтики открутили, закрутили. Это супер, это крутое решение. Здорово, Макс. Привет. Скажи, пожалуйста, ты как истинный хейтофил, чем этот лук особенный? Для хайта это принципиально новая система блоков, это уже бинарник. Они в какой-то веке отказались от йоков, и схема очень похожа на PSE Volvo Serial. И преимущество в чем? В том, что два троса идут по разные стороны блоков, и блоки не заваливаются при растяжении. И теперь немного поговорим про технологичность данного лука. На этом луке установлен роликовый отвод на подшипниках. Макс, скажи, пожалуйста, почему тут роликовый отвод на подшипниках, а на спортивных луках используется бегунок? Большинство спортивных луков условно с прямыми плечами. Здесь же плечи параллельны, от чего ход тросов значительно меньше. Также за счет отсутствия йоков на плечи нагрузка распространяется равномерно, поэтому здесь сделали не гнущуюся планку. У лука в комплекте идет маленький стабилизатор. Обычно все привыкли видеть большие стабилизаторы. Макс, скажи, он реально работает? На удивление, да. Лук сбалансирован практически из коробки, хотя при желании можно его дополнительно загрузить. Я же предпочитаю ставить еще дополнительный условно-спортивный стабилизатор. Ну, условно-спортивный, ты имеешь в виду какого размера? Потому что спортивный это 30 дюймов, там 28, 30, 32. Максимально разрешенный в классе спортинг российскими правилами 12,5 дюймов. Ну вот, мне показалось, когда я стрелял, что за счет этого стабика реально очень хорошо лук себя ведет, не завалится ни в стороны, то есть и вперед чуть-чуть падает. Он добавляет стабильности, и в принципе для именно реальной охоты его более чем достаточно. А что ты имел в виду под словом загрузить? То есть повесить отдельные грузы, там одна унция, там 3 унции? Что нам это даст? Это даст большую стабильность и управляемость лука в момент прицеливания. Мы уже поговорили, что лук не заваливается за счет маленького стабилизатора. Но это происходит не только из-за него, а еще из-за того, что Hoyt внедрил новую систему под названием Inline. Макс, давай немножечко расскажи про нее. За счет установки рельсы под прицел и под полку мы снижаем вес. Аксессуары встают в одну линию, что положительно сказывается на балансе лука, а также на его компактности. Лук становится более плоским. А вес за счет чего снижается? За счет облегчения креплений можно заметить, что аксессуары для размещения на рельсах намного легче. А что же делать, если нам нужно поставить кибер, потому что для охоты он по-любому нам нужен будет,
И если у человека, например, нет аксессуаров, те, которые крепятся на рельсу, а стандартные, может ли он сюда поставить стандартные аксессуары и как крепится кивер? Лук обладает всеми традиционными технологическими отверстиями для навесного оборудования, то бишь спокойно можно поставить сюда любой прицел и любую полочку. У меня временно стоит полка не на рельсу. Что касается кивера, здесь имеется два традиционных отверстия для хайта под разборный кивер. За счет технологии inline он будет значительно ближе к рукоятке лука, что также скажется положительно на балансе и меньшей парусностью при стрельбе на ветру. Теперь расскажу про внешний вид данного лука. Блин, конечно, рукоять сделана, бомбово. Но надо посмотреть, насколько она хорошо сделана. Потому что карбоновая ручка, и здесь вот видны маленькие раковины. Но помимо этого, здесь еще есть и потеки краски. Слушайте, мой батя так в гараже ворота красит, как эти чуваки покрасили данную ручку. Блин, парни из хайта, вы что там? Где ваши технологии-то, а? Резинки, установленные в рукоять, конечно, делают свое дело. Но им еще и помогают резинки, которые установлены в плечи. Звук реально очень тихий. Как уже было сказано, данные блоки позволяют менять диапазон длины растяжки в весьма широком диапазоне. Также впервые для хайта появилась возможность регулировать сброс. Здесь система такая же, как на PSE Evolve. Маленькие кулачки стопоров закреплены на конце модуля, имеют две позиции 80 и 85%. Для чего менять сброс? Каждый человек имеет достаточно индивидуальную технику стрельбы, свои физические возможности и восприятие выстрела. Спортсмены, как правило, стреляют с маленьким сбросом 65-75%. Для охотника, особенно для стрельбы из неудобных положений, сброс лучше ставить побольше. Блоки HBX Pro новинка 2022 года по заявлениям производителя. Это самые тихие и плавные блоки. Как по мне, динамика растяжки весьма мягкая, выстрел четкий, тихий, без лишних вибраций. Стоит ли этот лук своих денег? С моей точки зрения, да. Лук плавный, прощает много ошибок начинающего стрелка. Вот по моим личным ощущениям, да, с него достаточно тяжко стабильно попадать в десятку на 18 метров. Но чтобы попасть дальше девятки, это надо очень сильно ошибиться. Если в нем что-то революционно новое, для хайта, да, это новая система блоков. Но, несмотря на то, что другие производители ей пользуются уже не один десяток лет. Также это технология inline, на которую сейчас переходят многие производители. С моей точки зрения, это очень выгодное решение. Давно пора было оптимизировать схему размещения аксессуаров. Также появился достаточно популярный стабилизатор внизу рукоятки. Подобное решение мы уже видели у Мэтьюса и у PSE. Хоть смог все это собрать в одном луке. И по мне, для меня это лучший лук для охоты. Ребята, и самое главное, почему бы я рекомендовал этот лук к покупке. Компания Hoyt заявляет, что этот лук выдерживает 1500 холостых выстрелов. Холостых выстрелов 1500. И это мы не видели реального краш-теста. На скольких холостых выстрелов по количеству он ломается. Поэтому этот лук, в отличие от всех других, революционен, так скажем. Поэтому, если вы задумались о том, что купить ли вам Hoyt, вот как машина Toyota, короче, вы покупаете надежность, да, а все другие бренды это, типа такие клевые булочки такие с клевой начинкой, да, но надежность кроется в деталях. Поэтому на данный момент мы закончим этот обзор, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Макс, спасибо тебе огромное. Было приятно с тобой пообщаться.